Приветствую, друзья! Какое самое главное и при этом самое простое действие может продлить жизнь вашему мотору на сотни тысяч миль или километров? Правильно, своевременная замена масла. Но задумывались ли вы, почему производители автомобилей в сервисных книжках часто указывают интервалы в 10 тысяч миль, что соответствует примерно 16 тысячам километров? Давайте говорить честно, маркетинг давно победил инженерию. Автопроизводителям выгодно показать, что их машины дешевые в обслуживании. Мол, заехал на сервис раз в год и порядок. Но что происходит с цилиндропоршневой группой вашего двигателя при таких интервалах на самом деле? Сегодня мы сорвем покровы с этого мифа. Если вы хотите, чтобы ваш двигатель работал как швейцарские часы, не страдал от повышенного потребления масла, а поршневые кольца не залегали от нагара, забудьте про эти маркетинговые цифры. Наиболее здравое, проверенное годами решение для сохранения цилиндропоршневой группы в идеальном состоянии – это замена масла строго через каждые 5000 миль. Для тех, кто привык к метрической системе, это ровно 8000 километров. Почему именно 5000 миль? Дело в том, что к этому пробегу, особенно в условиях города, пробок и коротких поездок, пакет присадок в масле начинает стремительно вырабатываться. Масло перестает удерживать сажу и продукты износа, превращаясь из защитника мотора в его медленного убийцу. Но почему городские условия так беспощадны? Давайте разберем одну деталь, о которой многие забывают – моточасы. В чем состоит концепция моточасов? Представьте, вы стоите в пробке, двигатель работает, вы расходуете топливо, поршни двигаются, масло нагревается и циркулирует. Но пробег на одометре не меняется, ваш мотор работает в холостую, а масло в это время стареет с такой же интенсивностью, что и при езде по трассе. Именно поэтому сервисный интервал в 10 тысяч миль – это расчет для идеальных условий. Пустая трасса, стабильная скорость, минимум пусков двигателя. В наших же реалиях городские поездки – это режим повышенной нагрузки. Масло окисляется быстрее, присадки выпадают в осадок, и мы получаем гудрон вместо смазки. А теперь самое неприятное. Что будет, если вы привыкли менять масло раз в 10 тысяч миль? Сначала забиваются тонкие масляные каналы, а затем из-за потери моющих средств на поршневых кольцах начинает скапливаться нагар. Кольца теряют подвижность, и это и есть начало того самого масложора, который потом потребует капитального ремонта двигателя. В конечном итоге под клапанной крышкой образуются отложения, похожие на смолу. Подвижные детали начинают работать на сухую, растет трение, падает мощность, а износ распредвала и вкладышей становится необратимым. Поверьте, сэкономить на канистре масла значит заплатить в разы больше на сервисе. Оно вам надо? Итог простой: 5000 миль или 8000 километров – это ваш личный стандарт надежности. Если эксплуатируете машину в городе, в пробках или часто делаете короткие поездки на непрогретом моторе, меняйте даже раньше. Это лучшая инвестиция в ресурс вашего автомобиля. Я рассказал вам о том, что бывает, если затягивать с заменой. Но есть еще один нюанс, который часто игнорируют – выбор самого масла. Многие до сих пор думают, что масло, оно и в Африке масло. Но современный двигатель – это высокотехнологичный механизм. Использование неподходящего допуска – это как заправлять спортивный болид 80-м бензином. Синтетика, полусинтетика, минералка. Вопрос не только в основе. Главное – пакет присадок. Именно он определяет, будет ли ваше масло смывать нагар, удерживать сажу в взвешенном состоянии и сохранять вязкость при перегреве. Для турбированных моторов или двигателей с прямым впрыском это критически важно. Выбирайте масло, которое соответствует допуску инженеров вашего авто, а не просто потому, что бренд известный. А теперь поговорим о том, какие добавки содержатся в масле и позволяют двигателю сохраняться в исправном состоянии. Американские производители моторных масел активно добавляют молибден в свои продукты на этапе производства. Более того, в США сформировалась одна из самых передовых химических школ по созданию готовых пакетов присадок. Такие бренды, как Mobil, Pennzoil, Quaker State, Valvoline, M-Soil и Redline используют молибден в качестве важнейшего компонента. Однако американские заводы добавляют не порошок, дисульфид молибдена, который может выпасть в осадок, а жидкий органический молибден. Он полностью растворим в масле, не забивает фильтры и активируется химически в точках экстремального контакта металлов при высокой температуре. Какие еще добавки входят в американские масла? Современные жесткие стандарты США требуют от масел максимальной экономии топлива, защиты от преждевременного воспламенения смесей и защиты цепи ГРМ.
Для этого производитель использует комплексный пакет присадок, противоизносные компоненты. Классическая и самая эффективная добавка на основе цинка и фосфора. Она создает на деталях прочный жертвенный слой. В современных экологических маслах ее количество ограничено стандартами США до 800 ppm, чтобы беречь катализаторы. Эту нехватку компенсируют как раз увеличением доли органического молибдена. Моющие присадки, детергенты на основе соединения кальция и магния. Кальций – традиционный и мощный очиститель от нагара. Но поскольку его избыток может провоцировать опасный стук в турбомоторах, американские производители теперь замещают часть кальция магнием. Дисперсанты – беззольные добавки, которые удерживают частички сажи и загрязнения в взвешенном состоянии, не давая им слипаться и превращаться в шлам до следующей замены масла. Модификаторы трения. Помимо молибдена, американские технологи, например, в маслах Candle или Castrol Edge US, используют инновационные жидкие соединения титана и бора, которые дополнительно снижают трение и укрепляют масляную пленку. Антиоксиданты и ингибиторы коррозии защищают само масло от быстрого старения при контакте с кислородом и нейтрализуют кислоты, образующиеся при сгорании топлива. Где молибдена больше всего? Масла для экономии топлива 0W20, 5W30. Здесь молибден нужен для снижения гидродинамического трения. Спортивные и гоночные линейки, например, Mobil 1 Racing или Redline. Концентрация молибдена в них может быть огромной, до 700-1200 ppm, для защиты мотора в предельных режимах. По этой причине их нельзя использовать в мотоциклах с мокрым сцеплением. Оно просто начнет буксовать. Добавки для продления срока службы, антифрикционные. Эти добавки не меняют свойства самого металла, а модифицируют трущиеся металлические поверхности. Они снижают коэффициент трения, уменьшают износ во время холодного пуска и защищают мотор при пиковых нагрузках. Европейские производители также активно используют молибден в своих маслах. Например, такой известный производитель масла, как Liquimol. Они производят Liquimol Keratec. Это премиальная добавка на основе микрокерамических частиц, нитрит бора и органического молибдена. Данный состав заполняет микронеровности металлов и образует прочный защитный слой. Добавки против угара масла, стабилизаторы вязкости. Если двигатель начал расходовать масло, масложор, используются специальные герметики и кондиционеры металла. Тот же Liquimol производит добавку Liquimol Motor Oil Saver. Она эффективно восстанавливает эластичность задубевших маслосъемных колпачков и сальников, что снижает попадание смазки в цилиндры. Компания High-Gear использует Vince Supercharge – полимерные добавки, которые стабилизируют вязкость масла при сильном нагреве, предотвращая его угар. Важное правило. Добавки работают только в том случае, если в моторе используется качественное масло. Присадка лишь улучшает характеристики базового пакета, но не спасет от критического износа и не заменит своевременное техническое обслуживание. Друзья, своевременная замена масла – это не статья расходов. Это лучшая инвестиция в ресурс вашего автомобиля. Не экономьте на масле, не затягивайте интервалы, и ваш двигатель отплатит вам сотнями тысяч миль безупречной работы. А что выберете вы? Канистру масла сегодня или капремонт через год? Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Желаю вам всем удачи. До новых встреч.